Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена Ермина. Желаю вам приятных выходных. Предлагаю эти выходные дни провести вместе. Будем вязать. Сегодня к вашему вниманию я представлю две модели. Первая модель – жилет, кардиган. Вяжется очень легко и просто. Модный, стильный, смотрится эффектно. Вторая модель – шарф с карманами, многофункциональный. Стильный аксессуар, который заменяет нам шарф, жилет, кардиган, жакет. Разбираем принцип вязания первой модели. Узор вяжется крючком, название узора – вафля. Кардиган с укороченным рукавом с накладными карманами. Пряжа для вязания этих моделей может быть любая, какая вам больше нравится. Я буду вязать из пряжи Кроха, пряжи из Троицка, в 50 граммах 135 метров. Состав 20% шерсть, 80% акрил. Крючок я для вязания выбрала номер 3. Набираем цепочку из воздушных петель. Приступаем к вязанию первого ряда. Первый ряд не входит в основу раппорта, установочный. Цепочка из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. От конца цепочки отсчитываю 4 петли. 1, 2, 3, 4. В пятую петлю провязываю столбик с одним накидом. Далее в каждую петлю цепочки провязываем по одному столбику с одним накидом. И вяжем до конца ряда. С учетом 3 петель подъема я провязала 21 столбик с одним накидом. Приступаем к вязанию второго ряда. Второй ряд – это первый ряд раппорта. 3 петли подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. Вяжем один выпуклый столбик. Столбик с одним накидом. Два выпуклых столбика. Столбик с одним накидом. Два выпуклых столбика. Столбик с одним накидом. Провязываю под косичку. И вот таким образом чередуем. Два выпуклых, столбик с одним накидом. Два выпуклых, столбик с одним накидом. Вяжем до конца ряда. Заканчиваю ряд, провязываю 2 выпуклых и в первую петлю цепочки столбик с одним накидом. Второй ряд раппорта. По счету это 3. 3 воздушные петли подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. Там, где у нас были выпуклые столбики, вершину под косичку провязываем по одному столбику с одним накидом. 2 столбика связала. 1 выпуклый. И повторяем. 2 столбика с одним накидом, под косичку ввожу крючок. И 1 выпуклый столбик. Снова повторяем раппорт. Здесь раппорт узора 3 петли. 2 столбика с одним накидом. 1 выпуклый. И так вяжете до конца ряда. Повторяю раппорт. 2 столбика, 1 выпуклый, 2 столбика, 1 выпуклый. Заканчиваем ряд. Провязала 1 выпуклый. Далее столбик с одним накидом и в первую петлю
от столбика, второй столбик с одним накидом. Связали один раппорт. Раппорт узора из 2 рядов состоит, второго и третьего. Первый ряд у нас установочный. Для того, чтобы продолжить вязание, перемотайте видео на начало вязания второго ряда и вяжите вместе со мной, повторяя 2 ряда. Я сейчас продолжу работу, буду вязать, по счету это будет 4-й ряд, а вязать я его буду как 2-й. 5-й ряд как 3-й. Вяжем 4-й ряд. Либо 1-й ряд 2-го раппорта. 3 воздушные петли подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. 1 выпуклый столбик с одним накидом, 1 столбик с одним накидом, 2 выпуклых столбика с одним накидом, 1 столбик с одним накидом, 2 выпуклых столбика с одним накидом, 1 столбик с одним накидом. И повторяем. Ну что, дорогие мои, связала я образец узора. Давайте рассмотрим его со всех сторон. Узор вафля вяжется очень просто. Раппорт узора 2 ряда, ширина раппорта 3 петли, 2-й и 3-й ряд мы все время повторяем, но вяжем до нужной вам высоты, длины. Давайте рассмотрим узор. Вот смотрите, он какой интересный, объемный, я бы сказала, очень объемный, плотный, толстый и с изнаночной стороны. Пряжа, мне кажется, здесь у меня немного толстовато. Нужно выбрать, если вы будете вязать кардиган с укороченным рукавом, чуть-чуть потоньше. В любом случае вяжите образцы, выбирайте пряжу. Сейчас я хочу вам рассказать, как вяжется данная модель. Это с моей точки зрения. Если вы не согласны с тем вариантом, который я вам предлагаю, тогда вяжите так, как вам хочется и как нравится. Конструкция кардигана состоит из 3 деталей, 3 частей. Сначала вы вяжете полотно. Это у нас единое полотно, состоящее из 2 полочек. Вяжется как шарф. Сначала вам нужно определиться с длиной кардигана. Вот этот отрезок. Определяйте длину, например, 70 сантиметров, да, у нас длина кардигана. Следующее полотно, второе, вяжем его отдельно, либо присоединяемся по вот этому краю, вот в этом месте, и направление у нас вязания будет вниз. Это спина. Можно связать по отдельности 2 детали и соединить их между собой. На моем канале есть мастер-класс, несколько способов соединения при помощи крючка и швейной иглы. Ссылку на мастер-класс я вам оставлю в всплывающей подсказке, которая появится в верхнем правом углу. Если подсказки по какой-то причине не появляются, я их дублирую в описании под видео. Проходите, смотрите. Значит, мастер-класс по сборке частей между собой. Получается у нас эта деталь, вторая спина. А здесь 2 полочки. Левая и правая. Вот эти части, они у нас переходят в рукава. Далее выполняем сборку. Складываем вот эти части друг с другом. Я вам стрелкой обозначила. Соединяем. Здесь вот пунктирной линией покажу. И с этой стороны также соединили. Оставили прорези для рук. Примеряйте и определяйте вот это расстояние, чтобы вам было комфортно, когда вы поднимаете руки. Ничего здесь у вас не собирались складки. Вот этот отрезок определяйте по результатам примерки. Сборка также по моему мастер-классу. Смотрите, выбирайте любой способ. Крючок, либо игла.
После того, как вы соединили конструкцию, вяжете карманы. Карманы вяжете также по желанию. Можно без карманов. Получается, когда вы все сошьете, у вас левая и правая полочка. Я разворачиваю. Карманы. Их можно связать отдельно и аккуратненько присоединить. Иголкой самый, наверное, лучший способ, а можно сразу же в процессе вязания в каждый ряд делать присоединение. Но это, конечно, нужен опыт. Карманы имеют рамочку такую красивую. Резинка крючком. Также эту резинку я вижу внизу самого кардигана. Вяжете резинку. Здесь ширина резинки может быть 3-6 сантиметров. Резинка крючком. Так, 3-6 сантиметров по всей длине. Полочки, спинку обвязывайте резинкой. Также по желанию вы можете вот с этой части, где у нас борт, также связать резинку. Но это по желанию. Мастер-класс по вязанию резинки у меня есть также на канале. Смотрите всплывающую подсказку в правом углу. Либо, если не появится она, смотрите мастер-класс в описании под этим видео. То есть я вам оставлю 2 ссылки на 2 мастер-класса. Первая ссылка на сборку кардигана. Вторая ссылка, как связать резинку крючком. Обвязать рукава вы можете также резинкой. 1 на 1 крючком, либо рачьим шагом. Также у меня есть плейлист на канале по обвязке края. Давайте также ссылку вам оставлю. Мастер-классы, их много, по обвязке края. Выбираете любой вариант и вяжете. Девочки, вот если посмотреть внимательно на это фото, то можно увидеть, что вот эти части, они одинаковой ширины. То есть левая полочка, правая и спина. Все части одинаковые. Получается, полочки равны ширине детали спина. Вот так вот на фото оригинала. И получается, что мы делаем? Определяем свой параметр, снятый с фигуры. Если вы вяжете кардиган, измеряете обхват бедер по выступающим точкам. И это значение, к этому значению прибавляете несколько сантиметров на свободу прилегания. От 4 до 6. Полученное значение делите на 3. И у вас то число, которое вы получили, оно равно ширине каждой детали. Например, обхват бедер 110 сантиметров. Прибавляем на свободу прилегания 4-10. Для удобства счета будет у меня 120 сантиметров. Делим на 3 части. Получается 40 сантиметров. Значит, 40 сантиметров ширина вот этого полотна, спина. Здесь также 40 сантиметров оставляете. И здесь 40 сантиметров. То есть длина вот этого шарфа, длина кардигана, ширина шарфа 40 сантиметров по нашим расчетам. Конечно же, эти параметры можно менять. Можно связать полочки чуть-чуть шире, чем деталь спины. Здесь уже вы решаете сами, как вы хотите. Первую модель мы с вами разобрали. Давайте теперь разберем вторую модель. Дорогие мои, приглашаю вас на мастер-класс. Сейчас в верхнем правом углу появится ссылка на мастер-класс. Переходите по ней и будем вязать с вами вот такой вот чудный, классный, стильный, модный шарф. Заменяет нам жилет, кардиган, жакет. Если ссылка не появилась, смотрите ее в описании под видео. Переходите по ссылке и вяжем вместе с вами.